Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Пантеру Элин, и будем ее прокачивать на 7 уровень, потому что нам не такса, но это видео выйдет чуть попозже, я не знаю, правда, когда, но выйдет. В общем, такие дела. Ну и что? Берем персонажа и погнали качать. Опять же, Пантера Элин мне все больше нравится, все больше она похожа на имбу, даже без феромонов, поэтому сегодня будем смотреть на это. Надеюсь, это будет хороший просмотр. В плане того, что мне будет хотя бы с командами вести, потому что будем играть в командных боях, да? Вот, на 7 уровень, 362 хпшечки, лутаем и наслаждаемся. Ля какая пантерка становится, а? Мощь. Итак, мы получим сейчас очень большие бонусы по урону. Так, и здесь, заметьте, вот, и тут большие бонусы. Вот смотрите, как жестко бустит по урону. 3 уровня уже подряд. А тут это все начинает уже, хотя нет, тоже смотрите по урону буст. Короче, по урону бусты были вот почти в каждом. А вот дальше пойдут уже атрибуты больше. Ну, в большей степени, ясно дело. Итак, бусты мы залутаем все, конечно. Ну, как бы тут это не залутать, по 370 монет, но это ни о чем. Особенно с тем, что я потратил те 500 гемов и получил 230 тысяч монет. Или 450 гемов, точно не помню, сколько я там тратил. Ну, неважно вообще. Там была скидка X4, поэтому я не удержался. Ну, потому что монетки это штука полезная, хоть у нас в игре будет их становиться больше и больше. Но гемов будет становиться тоже больше. Поэтому такие дела. Лутаем смайлик модный. Плачущая Джейд. Элейн сдается. Называется. Ой, блин, а что Джейд? Блин. Кстати, на 8 уровень хватает, но давайте пока 8 качать не будем, то все равно за это никакого бонуса не будет. В следующий раз прокачаем. Ну и в общем. Что мы имеем? По атрибуту накинулось у нас. Давайте поэтому распределим. Лук. Лук у нас имеет, в принципе, маленький радиус. Не знаю, стоит его вообще бустить или нет. А вот перезарядочку, наверное, забустим, будет эффективнее. Почаще кидать. Дальше копье. Ну, копье такое себе. Напор. Это у нас как бы ближнее копье с перемещением, если не ошибаюсь. Перезарядка или дальность? Наверное, перезарядку возьмем, чтобы был баланс. И дробовик у нас дабл. Я бы сказал, надо брать скорость, но надо брать перезарядку. Конечно, надо добрать еще и дальность. Сколько дадут? Блин, 9%, ребятки, надо брать дальность. Потому что дальности капец как не хватает, Элейн. Именно с дробовика, потому что вот вы прыгаете, миллиметра не хватает долетать дробовику и все. И все, и как бы дабл дробовик в воду ушел. Вместо противника. Обидно, но такие дела. В общем, отправились в командные бои. Сборка, как видите, максимально имбовая. Стандарт для Элейн. Стандарт. Бицуха и стандарт. Кстати, вот играл недавно на баке с бицухой, блин, такие там бои, просто, ну, просто вкатываешь и пошел нарезать там 15 киллов за бой. Ну, в командных, кстати. Слов слов нет. И о моей команде, которая вот здесь тоже. То есть здесь 4 бота, но Эдна такая. Надо бы убежать наверх к этому скваду, отжать у них еще одного бота. Логично. Логично. Да? Опять же, здесь снизу сквад, нужно это тоже понимать. Так, ну, на ботика сейчас прыгнем. У меня лук есть. Так, бицуху я залутал. Сейчас аптечку залутают, я тоже залутаю. Блин, не залутал этот. Лук. Давай, лутай. Ёж. Все, побежали. Что там боты? Они ботов убили, что ли, не? Давайте выпрыгнем, забагаем. Не, я ничего не багаю, ребятки, вам показалось. Показалось. Тут не было багов, отвечаю. Вообще ни одного бага не было. Вообще не было багов, честное слово. Я случайно просто выпрыгнул и все. Оно само так получилось. Вы не понимаете. Шучу, конечно, но... Ладно. Какой я метки, да? У меня слов нету. Просто нет слов. Ай. Ну вот, я немножко дерзкий в этом плане, что стараюсь так отыгрывать. Опять же, нужно было киллов набивать, а тут 4 бота было. А я только вот 1 килл, по сути, сделал. Обидно. Очень. Ну, что есть, то есть. Элейн все-таки хороший персонаж, нужно пользоваться ее сильными сторонами. Это инвизом, которых как бы тут 2 вообще, да? Ну и один из них бесполезный. Это который с кустов, когда ты выбегаешь, он там дает инвиз, но он очень слабенький инвиз дает. Поэтому не очень он и полезный. Так, лутаем еще на аптечку. Хорошо, у нас в принципе все получается. Вижу я противников там прекрасных. Вжух, и упрыгнули. Урончик нанесли. Нужно пока что играть от дистанции.
Пока что нужно ворачиваться. Я тут соло не затащу никак. Нужно это понимать. Нужно сейчас вести себя очень аккуратно, сдержанно. Если... А вы видали только что Павлин Рави резнул этих ребят? Ну, и резнул нашего ежа. Нашу ехидную Эдну. Это офигеть просто. Просто офигеть. Павлин Рави резнул. Опять же, дробовик бы залутать, но я не успею. Это что, меня краб притянул или что? Что за приколы? Я не успею, да? Блин, слишком бесполезная команда. Они просто стоят, ничего не делают. Капец, просто стоят, ничего не делают. Там меня краб притянул тогда из... Ну вот видите, какая команда противника, которая нажимает кнопочки. Вот Брюс с крабом молодцы очень. Ну и жираф там, ну, короче, у них там все молодцы, у меня команда увидели. Просто стоят впритык, ни одну кнопку нажать не могут, это капец. Ай, ну я в самом начале понял, что они такие просто. Ну когда они начали разбегаться, в самом начале это было очевидно. Ну блин, ну как можно было... Ой, мне не слов. Хоть бери кофе на Элейн, ну как бы в этот момент уже кофе не помогло бы, да. Ну короче, сложно. Ладно, давайте прям еще бой, возможно мне сейчас больше повезет с командой. Но мне нравится. Элейн мне нравится, сейчас хорошо заходит. Урончик приличный, и главное кайтить очень красиво. Использовать лук, и все будет хорошо. Ой, очередной гений на льве, которому нужно куда-то убежать очень быстро. Он вообще не понимает, какой сейчас Никс пошел умирать. Вот вы видите, а? Ну что за дичь, ну? Чего мне так везет с этими гениями? Не знаю. Слишком я везучий, наверное. Так, нужно идти наверх, брать вот лук. Вот опять же, боты были здесь. Куда мы пойдем? Налево драться с другим складом. Логично? Логично. Ну, я, конечно, фигню люблю страдать, но не так сильно, как моя команда. Поэтому мы сначала хотя бы одну аптечку залутаем, а лучше две. И пойдем помогать, потому что с бицухой, с двумя стаками я хоть что-то, но смогу получше сделать. Никс у нас, ясно дело, умер. Бесполезный. Противники здесь, кстати, тоже умирают неплохо так. Я пришел, их добил. Сейчас Тони придем, добьем. И все. И до свидания, Тони. Ай, ну сейчас его кто-то другой добьет, очевидно. Так, ладно, сначала поможем. Так, лутаемся. В принципе, у нас все хорошо. Ботика сейчас тут убьем. Лутаем еще один килл. Итого 4 килла. Ну, неплохо. Хотя можно было побольше сделать в этом замесе. Ну ладно, что есть, то есть. Из них 3, кстати, ботов убил. Вот иногда бывает квест бить 3 ботов. Ты пока его найдешь, 100 лет пройдет. Этих 3 ботов. Потому что обычно союзники убивают. Опять же, сейчас тут вот противники против нас идут. Никс, там все дела. Байтит, смотрите, байтит. Байт на Никса. Так, ну я пока что действую более аккуратно. Сдержанно. Попробуем пока что так поиграть. Сдержанно, да? Назовем это так. Так. Ну блин, ну зачем ты выйдешь резать? Ну что ты... Ну зачем? Ну зачем? Ну... Ай, блин. Вот и лишь бы я не получил бицуху. Конечно, в этом вся суть. А то, что он союзника просто резал, нет, такого не может быть, да. Ладно, я все это шучу, конечно. Залутали мы бицуху, все у нас хорошо. Сквад противников разбежался. И этих мы сейчас тоже добьем. Ну, красота. Да. Осталось против нас там парочка противников, хотя нас тоже как бы 4 всего лишь, но... Бицуха уже 7 сейчас будет 100 пудов. О, сейчас будет 8. Да, 8 уже готова. Ну, уже 8 не стакается, но 7 стакается, кажется. Вот такая вот модная пантера. Сейчас будем лапками ловить оставшихся противников. Кстати, вот интересно, будет ли оно само по себе ловить, если я их не вижу. Ну, знаете, у нас в игре есть такая автоатака интересная, которая работает вне зависимости от того, видишь ты противника или нет, но она может все равно в него попасть. Вот только что видели, оно мне на спину почему-то кинуло, хотя я там никого не видел. Я сейчас опять развернулась. Опа. Противничек бежит. Ну, конечно, надо бежать в зону. Куда же еще? Куда же еще? Больные. Ну, слов нет, ребят, вы сами видите. Других слов нету. Ну, как бы, он зачем-то вышел. Да? Я в него напал, он зачем-то убежал в зону. Почему он сразу в зоне не умер? Зачем было туда-сюда бегать? Кто бы знал. А мы отправляемся сейчас в следующий бой. Нужно закрепить эту победку еще одной победкой. Желательно. Потому что рейтинг сам себя не запустит.
А мне так лень бустить рейтинг, потому что персонажей становится все больше и больше. И как бы сложно. Сложно. Ну что, там вроде справа боты были, да? Нужно сейчас к ним идти. Очевидно. Ага, и команда тут какая-то справа тоже. Они аптечку не видят. Вот нубасики, вот нубасики. Нубасики. Капец, это ж надо быть таким нубасиком, чтобы аптечку не видеть. Выбили с бота аптечку и не увидели ее. До свидания, Никс. Так, это хорошо. Сейчас главное... Ого, 11 жираф! Абузеры! Вы чё? И на жирафе абузить. Вот это ж надо быть... Какие крепкие нервы у игрока, а? Чтоб я так абузил на жирафе? Да никогда в жизни. Я так не могу. Я такое не способен. Тык. Этого тоже добиваем. Еще кто-то бегал, я видел. Ага, это кенгуру там бегает, прыгает. И фламинго здесь еще бегает. Ну, фламинго мы сейчас добьем, он не убежит никуда. А вот кенгуру убежал. Обидное. Так, этот, ну... Вряд ли кенгуру уже прибежит назад, да? Я думаю, он испугался и все с концами. А, вот он. Точно. Вот же он. Тут у них, наверное, серебряная копья не будет. Бронзовая. Ну, давайте пойдем золотаем серебряное. Я думаю, мой склад не умрет, пока я буду лутать копье. О, золотое. Отлично. Так, ну надо жирафчика еще подождать. Тут, кстати, еще одна аптечка. Стенку поставим, она бесполезная. Ненужная штука. У нас один друг где-то умер. Ну, как говорится, неважно. Умер и умер. Скорее всего, это было окно жирафа, потому что... Ну, абузер же, все дела. Некоторые абузят через окна в команду. Ну, берут там в команду одного своего, там, с другого телефона, к примеру, твинка и играют. Чё? Ты что такой дерзкий, черепах? Какие мы дерзкие. Воу, полегче, черепах. Я, конечно, шучу, ребятки. Он просто бежал. Он просто бежал, но я бежал быстрее, да. Бля, какой модный слон, а. Модный, дерзкий. Лучше бы сбустанули слону что-нибудь. А не вот это вот все. Да. Но, к сожалению, слона не бустят. Не знаю почему. Могли бы и забустить. Так, поставим здесь эту штучку, похилимся. Я не знаю, сколько я там набил бицухи. Наверное, мало, потому что... Ай, дробовиком, видали, впритык промахнулся? И копьем только что еле-еле попал. Вот как оно работает. Уникальная игра. Уникальная. Ладненько. Давайте веселую пантерку сделаем. Что у нас тут за противники остались? Опять не багаем. Это просто так мне надо было быстро переместиться. Это не баг. Так, ну, последний противник, и все. Ну что ж, 2 победки организованы. Если бы в первой победке была еще нормальная плюс-минус команда, можно было бы и 3 вообще залутать. Но что получилось, то получилось. Вот такая вот пантерка Элейн 7 уровня. Обязательно ее в скором времени прокачаем еще и на 8. На все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.